Как будут выглядеть взрослые Хуи-Хао, Ван Дун и остальные монстры Шрека? В первой части, после турнира, Танцан с друзьями получили новую взрослую внешность. В боевом континенте 2 грядут серьезные перемены. Уже очень скоро обновится дизайн главных героев. А все потому, что они растут, и соответственно внешность должна измениться. В связи с этим выпустили довольно любопытный трейлер с обновленными моделями Хуи-Хао, Ван Дуна и Сяо-Сяо. Однако на удивление старшие ученики Бэй-Бэй, Дзянь-Нань-Нань, Сюн-Цэнь-Ши и Хэкайта остались прежними. Вероятно, они не так поменялись, поскольку уже являются более взрослыми в команде. Хуи-Хао обладает зрелым темпераментом, Ван Дун отрастил волосы, а Сяо-Сяо выросла в красивую девушку. Давайте рассмотрим это подробнее. После нападения секты Святого Духа, план универсального солдата вступил в немедленное действие. Хуи-Хао, Хэкайта и другие собираются отправиться в поездку по обмену учеников и обучению в Империи Солнца и Луны. Она продлится 2,5 года, и прощание Хуи-Хао с Ван Дуном будет крайне волнительным. В настоящее время они находятся в расцвете сил. Хуи-Хао и Ван Дуну около 12 лет, Хэкайта и другим около 15 лет, так что им всем предстоит вырасти. Хуи-Хао с другими учениками пойдут учиться в Императорскую Академию Механиков Солнца и Луны через 2 года, а значит нас ждет довольно большой таймскип. Из-за этого все надеются увидеть новые модели Хуи-Хао и других. Они выросли и стали выглядеть по-другому. Хуи-Хао в целом стал гораздо более зрелым. Это действительно улучшение, поскольку ранее он выглядел слишком по-детски. Теперь он стал гораздо мужественнее. Но это все еще не самая взрослая форма. По сравнению с маленьким мальчиком, он лишь стал подростком. Его темперамент претерпел значительную трансформацию, обнаружив своего рода спокойствие и зрелость после его опыта в Империи Солнца и Луны. По сравнению с тем, что было раньше, Хуи-Хао стал красивее, а черты его лица стали более привлекательными, особенно его глаза, сильные и полные решимости. Он также держит в руке оружие, подобное золоту жизни, готовое к действию. В Империи Солнца и Луны он также будет носить другую одежду, подходящую механикам. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве, ссылочка в описании. Итак, 2 года прилетели быстро. Хуи-Хао достиг 40-го ранга. Он был очень спокоен и даже носил улыбку на лице. Ему еще не удалось получить свое 4-е духовное кольцо, но он уже мог использовать духовный инструмент летательного типа со своей духовной силой 40-го ранга. Остальные монстры Шрека провожали Хуи-Хао и Хэкайта. За эти годы Академия Шрека стала для них родным домом. Хуи-Хао поступил в Академию Шрека в возрасте 11 лет, а теперь ему уже было 14. Вся его личность полностью изменилась за эти 3 года. Хуи-Хао был ошеломлен, вспоминая свои 3 года обучения в Академии. Какими будут следующие 2,5 года в Империи Солнца и Луны? Что касается Ван Дуна, здесь все неоднозначно. Мы знаем, что Ван Дун – это замаскированная Танутун, дочь Тансана. Кажется, ее маскировка ослабевает, потому что в новом дизайне черты лица Ван Дуна стали относительно мягче, но действительно трудно судить, выглядит ли он лучше, чем предыдущее моделирование. На самом деле, как девушка, замаскированная под мужчину, ее внешность очень выдающаяся, и по мере того, как Ван Дун становится старше, эту красоту становится все труднее скрывать. Вот почему у Ван Дуна более женственное лицо и длиннее волосы, что очень бросается в глаза. В отличие от Хуи-Хао и Ван Дуна, Сяо-Сяо изменилась больше всего и получила самую высокую оценку среди 3 дизайнов. И по сути стала большим сюрпризом. Ее можно назвать типичной милой девушкой, очаровательной, миниатюрной, с круглым лицом и большими глазами. Но сейчас, когда она настолько изменилась, ее почти не узнать. Сяо-Сяо превратилась из маленькой миленькой Лоли в молодую красавицу с очевидными изменениями в росте. Наконец-то Сяо-Сяо подросла. Можно сказать, она как будто стала другим человеком. Хотя внешний вид Сяо-Сяо изменился, одежда осталась прежней. Мы можем видеть, как вся 7 монстров Шрека дружно стоит вместе. На этот раз Ян Шадже возглавлял группу, отправляющуюся из Академии Шрека. Помимо Хэкайта и учителя Фандюя, во внутреннем дворе отдела духовных инструментов было еще 8 выдающихся талантов, которые отправлялись в эту поездку. Все они имели по 5 колец и являлись как минимум духовными инженерами 5 класса. Кстати, Хэкайта уже достиг звания механика 6-го ранга, что очень впечатляет в его-то возрасте. За последние 1,5 года Хуи-Хао и Хэкайта достигли некоторого прогресса в плане универсального солдата. Этот прогресс был достигнут не только с точки зрения их совершенствования, но и с точки зрения знания различных аспектов. Согласно плану Академии, эти 2,5 года будут временем, когда они смогут увеличить все свои знания. Что ж, нас ожидает новая глава сюжета – приключения Хуи-Хао в Империи Солнца и Луны.
А что вы, ребята, думаете о новом дизайне повзрослевших монстров Шрека? Какая модель, по вашему мнению, получилась лучше всего? Напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!